А ты кто? Ты же главный здесь. Закрываю срочно яйцесборник. И принесла корзинку. Только на живых яйцах. Приехала я в курятник. Куры живут у меня на даче. Куры живут сами на даче. Я приезжаю к ним один раз в несколько дней. И в своих видео я показываю все, что делаю в курятнике. И самое главное, собираю вкусные домашние полезные яйца. А все, что я делаю в курятнике, это все для того, чтобы собирать круглый год, собирать яйца. Показываю в своих видео, что я делаю в курятнике. Возможно, это кому-то пригодится. И вы тоже будете собирать столько же яиц, сколько собираю я. Конечно же, мне интересно сразу посмотреть у бройлеров что. Я сразу иду и проверяю у них, есть яйца в этот раз или нету. Сидят на своем месте, красавчики. Вот такие огромные, красивые. Вот такие красивые. Сегодня взвешу вас. Хотя бы одну взвешу какую-то. Вот эту, наверное, самую крупную. Смотрите, яйцо в этот раз есть. А вон пластиковое, вот пластмассовое яйцо. А это уже настоящее. И смотрите, оно уже в 2 раза больше, крупнее. Дайте я пройду. И, наверное, сегодня перестелю им. Сегодня постелю свежую подстилку. Смотрите, какое яйцо огромное. Мне кто-то писал, что бройлеры несут огромные двухжелтковые яйца. Смотрите, первое было маленькое, а второе уже вот такое вот крупное. Сразу проверяю корм. И это при том, что они у меня кушают только зерносмесь, кукурузу и пшеницу. Надо добавить, видите, уже нету. Не бойся, не бойся, это петушок, не бойся. Хорошенькая, хорошенькая. Забираю яйцо. А то случайно раздавят и начнут кушать яйца. У легорнов всегда какая-то жажда забежать сюда и попробовать здесь что-то вкусное. Хотя еда такая же у них есть в кормушке. Точно то же самое насыпано. Кукуруза и пшеница есть и у вас. Все закрываю и иду работать. Сегодня очень много нужно всего сделать. И убрать, и почистить. Ну и главное собрать яйца. Вот так вот курочка несется в гнездо с дыркой. Заходит и несет яйцо. Яйцо падает в дырку и скатывается в яйцесборник. Вот сюда. А это сидит вот так вот. Эта курица любит вот так сидеть в этом гнезде и нестись. Это тоже гнездо.
с дыркой. И здесь вот так вот яйца скапливаются этой курицы. Сейчас будет яйцо. Закрываю срочно яйцесборник. Не хватает у меня бункерных кормушек для кормовой ракушки. Поэтому видите, что происходит с коробкой? Произвожу замену. А бункерная кормушка от этого вольера стоит у шелковых кур в теплице. Они маленькие, шелковые курочки, и им очень хорошо из этой бункерной кормушки кушать. Поэтому я у них ее не забираю. Ну, ничего страшного. Ну да, здесь ракушка вкуснее, конечно же. Отходи, я буду ставить. Отходи. Вот так присаживается курочка к петушку. Видите? Вот так вот. Иди, несись. Все, ставлю кормовую ракушку здесь. Немножко шелковые подрастут. И я заберу у них ту кормушку и поставлю ее здесь. Когда приезжаю, проверяю обязательно бункерные кормушки. Бункерная кормушка во втором вольере. Зерна видите сколько. Здесь все нормально. Добавлять ничего не нужно. Только дать овощи. Сегодня буду обязательно оставлять всем курочкам овощи. Вот так качаю воду. 11 ведер на все хозяйство. И перед тем, как налить сюда воду, накачать, ёршиком обязательно помыть ведро.
Не могу я смотреть на эту грязь, поэтому где есть листья, загребаю и везу в курятник. Закрываю грязь листьями. Пока такая возможность есть. Растаял снег. И куры находят листочки, траву. Что-то вкусное находят в этих листьях. А я иду дальше гребти. Хотя бы немножко закрою вольер. Закрою грязь, которая есть в вольере, листьями. Так я делаю всегда осенью. Но вот так в конце декабря, перед самым Новым годом, я делаю это впервые. Обычно в это время листья не гребутся. Ты зачем кусаешься? Лучше я потеряю каких-то 30 минут, но зато у кур будет чисто в вольере. И в помещении курятника не будет так заноситься с лапами грязь. Главное, возле входа в курятник привезу сюда еще целую тачку. Прямо под самый вход в курятник. И тогда чистота в помещении, в вольере, в помещении курятника сохранится надольше. Этого, я думаю, будет достаточно. 3 тачки привезла. Листья ореха очень хорошо застилают грязь в вольере. Площадь листа большая. Чем больше площадь листа, тем лучше. Тем лучше закрывается грязь. А теперь, когда навела порядок на улице, можно приступать к наведению порядка в курятнике, в помещении курятника. Потому что грязь не будет уже нестись в самом курятнике.
Совсем немножко, совсем чуть-чуть, но витамины даю курочкам. Это трава, в которой сейчас очень много витаминов. Зимой, в конце декабря, это очень-очень ценно. Для кур, тем более, что я своих кур не кормлю никакими премиксами, никакую химию я своим курочкам не даю. Только зерносмесь. Поэтому вот так вот есть немножко возможности. Нарвала травы. И вам, Натя, и Петя, и тебе надо. А как же, ты же главный здесь. Кушайте, кушайте. И немного сюда. Это курочки молодые, которые сейчас очень-очень хорошо несутся. Чубатый доминант Чехия. Я вам показывала, сколько яиц они сейчас несут. Поэтому витамины им тоже очень необходимы. Для кур и цыплят самое главное в рационе питания — это витамины. Перестелила у бройлеров и насыпаем чистую солому. Так, вот этого вам хватит, а вот это вот сюда положу, чтобы им было здесь уютно. Вот так. Все. Здесь у них у входа, где они любят лежать, толстый слой, чтобы им было от пола тепло. Бройлер — это такая птица, которой надо тепло, и сквозняка не должно быть. И ни в коем случае не мокро. Поэтому стараюсь всегда перестелить у бройлеров обязательно. Все, выходи. И принесу сейчас в бункерную кормушку зерносмесь. Кормлю я бройлеров очень просто. Это пшеница и кукуруза. Все. И насыпаю им в кормушку.
А теперь самое интересное, сколько же яиц снесли мои куры, пока меня не было на даче. Покажу вам, сколько яиц лежит в гнездах. В курятнике навела порядок, все чистенько, сухо. И приятно здесь находиться не только курочкам, но и в первую очередь мне. Хорошо, что вовремя заметила. Оно бы на дне просто приплюснулось под тяжестью всех яиц, которые, я надеюсь, сегодня соберу. Одно яйцо попалось треснутое, и, как всегда, я этот эпизод не сняла. Это яйцо я треснутое убрала вовремя. Ой, какое странное яйцо. Смотрите. Видите, какое? Ой, ну правильно. Куры не разбили. Так я его теперь разобью. Вот, по-моему, да. Разбила. Все, буду собирать аккуратно. Здесь. Вот так вот зимой несутся куры. И причем это куры несутся на зерносмеси. Повторяю вам, что премиксы никакие я своим курочкам не даю. Только зерносмесь. Какой зерносмесью я всегда показываю и рассказываю вам. Для курочки важно все в комплексе для яйценоскости. Не только чем вы ее кормите. Это, скажем так, я всегда вам рассказываю, не так важную роль играет в яйценоскости кур то, чем вы кормите, а условия содержания важны больше. Если ваша курочка будет кушать супер какие-то корма, но она будет сидеть и жить в грязи, то такая курочка нестись не будет. Так, все-таки сейчас быстренько открою и соберу здесь яйца, потому что очень быстро, по-моему, никто сейчас не идет нестись, поэтому постараюсь быстро собрать. Солому натаскали, видите? Видите, сколько соломы натаскала? И это уже вот только что натаскала. Да? Я про тебя говорю. Когда я подстилала здесь чистую подстилку, потому что вижу, солома свежая. Еще. Молодцы, смотрите как. Сколько нанесли, молодцы. И вот тоже клюнутое яйцо есть. Ну, такое уже бывает. В основном яйца, которые уже возле гнезда, потому что уже за несколько дней в гнездах есть мусор. Все, пусть несутся дальше. А я иду дальше тоже собирать верхние гнезда. Вот, смотрите. Здесь было 2 яйца, когда я приехала. Курицы нету, я вам ее показывала. И уже 3-е яйцо есть. 3 абсолютно одинаковых яйца.
которое несет у меня вот тут вот индивидуальное гнездо для вот этой курицы. И здесь одно. Все. И в прошлый раз, когда я собирала яйца, никто мне не подсказал, чтобы я забрала яйца здесь. Поэтому сегодня тут будут яйца за 2 приезда моих, за прошлый раз, и не могу вытащить. Вот. За прошлый раз и за этот раз. Сколько тут у нас? По-моему, 4. Да. Все, 4 яйца. Все. Я в прошлый раз с этого гнезда яиц не собрала. Забыла. Идем во второй вольер. Или в третий. Давайте сначала в третий. А самые красивые яйца оставим на потом. Третий вольер. Заходим забирать яйца. Яйца бройлера мы уже забрали. Я вам показывала яйца бройлеров. Может быть, что-то и сейчас и будет еще. Смотрите, смотрите. Будет яйцо сегодня еще? Пока что не вижу. Пока нету. Ладно. Соберем пока все яйца. Может быть, еще и будет здесь яйцо. Начинаю собирать из вот этих гнезд. Ой-ой-ой, какие здесь яйца. Вот это да. Давно я таких яиц не собирала. Помню, были времена, когда у меня были такие гнезда. И смотрите, в желтке. Ой-ой-ой-ой-ой, какой здесь кошмар. Там и помет, и грязь, и все вместе. Кошмарные яйца. Да, наверное, надо их делать с яйцесборником, убирать солому. И пусть они несутся. Яйцо будет падать в дырку и в яйцесборник. Это кошмар яйца. Второе гнездо. Смотрите, сколько здесь яиц. И тоже такие грязные. Но здесь немножко получше. Но все равно, посмотрите. Хотя, главное, что несутся. Это, я думаю, что самое главное. А яйца можно помыть под холодной водой. Я всегда это так делаю. Все. Здесь все. Дырка, вижу, что она не открыта. Значит, в яйцесборник яйца не падали. Ну, а здесь тем более. Здесь вообще очень грязное гнездо. Здесь нужно перестелить. Так, идем дальше. Дальше соберем здесь яйца. Кто-то же сюда тоже несется. Несется. Но видите, они пошли уже по всем гнездам. Уже не только в этот ящик, но и в основное гнездо тоже. Пусть привыкают, приучаются к тому гнезду. А потом я солому уберу, и будут яйца скатываться в яйцесборник. Потому что такие грязные яйца, конечно, мне не нравятся. Все, а это пластиковое. Все. Ну все, у меня ведро полное. Куда собирать из второго вольера, не знаю. Идти за вторым ведром?
Или мы сюда их поместим? Попробуем сюда поместить яйца. Полное ведро. Или пойти за вторым ведром. Ну, а теперь мой самый любимый вольер. Идем во второй вольер за яйцами. Здесь живут тоже труженицы. И опять я прихожу, курица сидит, несется. Будет яйцо свежайшее. Начинаем с первого гнезда. Не падайте в обморок. Посмотрите. Сейчас включу вспышку, чтобы хорошо видно было. Это надо видеть. Это просто чудо природы. Посмотрите. Какая это красота. Я уже даже не считаю их. Не знаю, сколько их здесь. И, наверное, они все-таки не поместятся мне в ведро. Потому что надо идти за вторым ведром. Так. Здесь собрала. Так, иду за вторым ведром. Как вы думаете, можно на кур оставить такое ведро яиц? Ну, эти курочки не были замечены за поеданием яиц, поэтому побегу, возьму второе ведро. Сюда просто не помещаются уже. Это, конечно, рискованно было оставлять кур с яйцами, но я это сделала. И принесла корзинку. Корзинку для яиц. Не трогали ничего, все на месте. Молодцы. Так, а яйца будем собирать вот сюда. Так, перемещаемся сюда. Они не трогают яйца, они молодцы. Собираем в корзину яйца, не помещаются в ведро. Зима, конец декабрь. Яйца просто вылетают со скоростью звука. Смотрим второе гнездо. Нету. Смотрите, второй раз сюда не несутся курочки почему-то. Так, здесь мы оставляем также. Собрали здесь. Открою вот так вот шторки им здесь на этот раз. Здесь пока собирать не будем, пусть сидит. Соберем вот здесь. Красота. Красота. Не зря ли я бегала за корзинкой? Так. А то уже думала, может, яиц столько не будет. Просто уже вверх сюда в ведро складывать уже рискованно. И нижние могут давиться яйца, и я их могу просто потерять. Все, здесь собрала яйца. Остается вот эта купчиха. Сидит на яйцах, как купчиха. И смотрите, яйцо, которое подкладывала я как поклад, она выдвинула. Видите? Она на нем не сидит. Это пластиковое яйцо. А сидит она только на живых яйцах. Ой, сколько их тут много. Смотрите. Не зря ходила за корзиной. Буду забирать так. Пусть привыкает к моей руке. Пусть привыкает. Не бойся, не бойся. Я ничего тебе плохого не сделаю, только заберу яйца. Ой-ой-ой-ой. Маленькое какое-то, смотрите. А это мокрое. Непонятно.
Так, подгребла все под себя уже, и пластиковое. Давай я заберу, что тут еще есть. Так, еще 2 зеленых. Так, еще 2. А ну-ка. Еще есть. Еще одно небольшое. На тебе пластиковое. Смотрите, какое. И очень уже стало светлое почему-то. Вот. Чубатый доминант Чехия несет такие красивые яйца. Да, я проверю, все ли я забрала. Так. Да, все. Все, садись, садись, неси. Проверяем яйцесборник. Все нормально. Ничего не выкатилось. Все поправляю. Отлично, все. Вот. Куда бы я их складывала? Некуда. Красота. И теперь еще посмотрим вверх. Верхнее гнездо. И, кстати, я вижу, что верхнее гнездо кто-то уже здесь складывал. Вот так вот ровненько сложено оно не было. Но яиц здесь нет. Может быть, сюда что-то выпало? Нет. Здесь тоже нет. Уже второй мой приезд. В этом гнезде ничего нет. Но вот по форме этого гнезда я вижу, что здесь курочка какая-то хозяйничала. Все. Вот такой вот у меня сбор яиц. Но мне еще нужно в теплицу пойти за яйцами. Но тепличные яйца, яйца шелковых кур я, наверное, заберу отдельно. А эти яйца уже несу домой. Нет смысла с этими яйцами мне сейчас идти в теплицу. Поэтому отношу яйца и уже просто отдельно схожу, заберу яйца шелковых курочек, которые сидят у меня в теплице. Теплице, а я пришла сюда собрать яйца. Тихонечко, тихонечко и пошел себе. А ну заходи. Нет, 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 нет. Сегодня гулять никто не будет. Все, все заходим. Я пришла за яйцами. А яйца, смотрите, несется. Снесла яйцо помесное с амирауканом. Огромное. Это первое яйцо в этом новом сезоне ее яйценоскости. Она отдыхала. Яиц не было где-то месяца 2. Перелиняла, стала красивая. Это помесная курочка с петухом амираукана. Но несет она вот такое кремовое яйцо. Вот она. А вторая курочка помесная с петухом амираукана несет у меня голубое яйцо. И 2 яйца шелковой курочки. Но очень-очень в ужасном состоянии. Наверное, шелковые курочки вынеслись. В прошлый раз здесь была куча яиц. А в этот раз вот так вот. Все забираю в карман. И иду дальше. И иду дальше работать.
Вознаграждение за вкусные домашние яйца для кур обязательно даю. Когда есть, правда, это сухари. Хлеб, размоченный в холодной воде. Маруся у меня тоже любит такое. На, тебе дам. На, иди кушай, иди. Маруся любит хлебушек. Где-то здесь булочка была. И Марусе тоже оставлю. Она у меня хлебница, не только яичница. Не только яйца выносит из курятника, но и любит хлеб. 3 вольера, 3 ведра. Все по-честному. И теперь всем разношу. Там, где больше всего кур, это идет вот это ведро в первый вольер. Хлеб куры любят. Дайте я вам насыплю. Вот так. Здесь хватит всем. Вознаграждение за вкусные яйца. Это ведро пустое. Теперь во второй вольер. Маруся, яйца кушать не надо. Этот хлеб во второй вольер этим труженицам. Это очень хорошие курочки. А ты кто? Проскочила, пока я листья, наверное, насыпала, проскочила сюда. А ну, выходи. Выходи. Быстро выходи. Вот так вот. Вот такое тоже бывает. Ну на, за то, что ты послушалась. Все, это не вам. Вознаграждение за столько яиц. Кто хорошо работает, тот получает вознаграждение. Кушайте. Это и для этих кур многовато даже хлеба. Ну ничего, скушают завтра. Все это я оставляю им. И будут они это кушать несколько дней. И третье ведро несу в третий вольер. Там тоже куры заслужили. Молодцы. И эти куры тоже заслужили вот такое вкусное. Цыплята американо, им 3 месяца. И петушки уже кукарекают. А ну-ка, покажи, как ты это делаешь. Ну.
Обязательно оставляю курочкам овощи. Сегодня это буряк. Я вам рассказывала, что мои куры кушают только зерносмесь. И у них всегда в свободном доступе, в бункерной кормушке всегда есть что кушать. Поэтому, чтобы курица хорошо неслась, нужно немножко сбалансировать постоянное наличие зерносмеси. Это я делаю овощами, травой. Балансирую это присутствие 24 часа в сутки корма в бункерных кормушках. У кур всегда есть зерносмесь в кормушке. Они могут кушать сколько хотят. Поэтому даю курочкам еще и овощи. Всем набираю вот так вот в ведро, беру терку и хожу по всем вольерам. И всем натираю буряк. И сейчас иду в теплицу к индюкам. Вот это все буду натирать для индюков. Им тоже нужны овощи. А это есть и витамины. Это и есть те витамины, которые необходимы для кур. Они содержатся в овощах и в зеленой траве. У всех будут овощи. И как раз давайте пойдем посмотрим, что снесла та курочка, которая сидела в гнезде. Есть, смотрите, свежайшее чистое яйцо. Забираю. Забираю. Чистое, горячее, свежее. В карман.